дырок сквозных нету, то оно стрелять будет. Как говорится, к выполнению упражнения приступить. Ой, чуть не упал. Она не рикошетит О, класс. и ломает кость хорошо. Класс. Ровно середина глаза. Я стараюсь напускать дичь, делать верный выстрел. Оп! Не, надеюсь, доплачивать они когда-нибудь будут. Но вряд ли. Станет все равно. А он все равно встанет. Это прекрасно. Всем привет! Вы на канале Мир это просто. Алексей Борода. Андрей с нами. Привет. Добрый день. И его замечательное оружие. Это у нас ИШ-12. Поехали. Андрей, давно оно у тебя? Ружье это давно. Оно считается вообще как нашей семейной реликвией. Потому что мой батя с ним охотился всегда. И как бы оно мне по наследству перешло. У меня сейчас батя ездит с нами, но он так как костровой у нас. Вот. А так он все время, он купил его в 72 году с рук. Он уже второй хозяин этого ружья. Вот. Всю жизнь он с ним проохотился, теперь охочусь я. Так, оно у нас года? Выпуск 68 года. 68 года. Куплено 20 марта 69 года в ЦУМе Самара за 120 рублей. Это по паспорту. 120 рублей, ребят, молодые, если кто там смотрит, это тогда была средняя зарплата инженера. Ну, то есть, если сейчас мы равняемся, не знаю, сколько там у них зарплат у инженеров, честно говоря, не общаюсь с инженерами, 70. Показывают за кадром 70. Ну вот, грубо говоря, 70 тысяч, например. Кстати, они, по-моему, сейчас ИЖи 27-е, ну, чуть подешевле, по-моему. 60, да? Ну, короче, плюс-минус. То есть, в принципе, время идет, а цены так и остаются у нас. Отношения тоже. Так, Андрюх, с твоего позволения проверю, как оно у нас. Слушай, ну... предохранитель. Автоматический. Ага. Я к чему? Вот этот момент. Класс. Ага. Класс. Ага. Ну уже да, так это. Как сказать? Ну видно. Видно, что ружье. Оно у тебя охотничье. Да, я с ним постоянно хожу на охоту. Утка? Постоянно со мной. Ну, всякие, утка. Ну, я в основном его беру на утку, потому что у меня есть еще полуавтомат, который я в охоте применяю на зайца, на гуся, там, на копытных беру. А это в основном для утки. Это для утки. Ну и ворон так нет-нет. Ворон, да, но сейчас еще вот стали по тарелкам стрелять, с товарищем есть. Я его беру на стенд также. Да, видео, кстати, с товарищем я там по ссылке приложу. Дима там, ну увидите, ссылка там внизу будет. Я его разберу, посмотрим, что у нас там. Разбирается, я так понимаю, ну стандартно. Все по классике, да. Ага. Так, кстати, посмотри, как хорошо все сохранилось. Пожалуйста, Жень, подойди. Практически, блин, я бы не сказал, да, что ему там 60 лет. Класс. Ну, ружье я чищу после каждой охоты. Дерево тоже вот с недавних пор стал регулярно пропитывать льняным маслом. Вот. Значит, УСМ я пару раз всего разбирал, но там в принципе все отлично. Оно хорошо скрыто от внешних воздействий, весь скрыт УСМ. Пахнет, да, смазочкой. Баллистол. Да, я тоже им обрабатываю. Так что, знакомый запах. Сказать, я за ружьем слежу, потому что хочу с ним охотиться и дальше. А кто это меня про льняное масло спрашивал? Не ты, Диман? Кто-то другой. Я тоже советовал льняное масло. Ну, понятно. Значит, смотрите, сейчас скажем сразу, чем отличается у нас охотничье ружье от спортивного. Во-первых, предохранитель автоматический. На спортивных, соответственно, ребят, кто не в курсе, не бывает предохранителя автоматических, потому что стреляешь по тарелочке. Бывает, нам за кадром показывают. Смотрите другое видео про ИМР 233, да, Диман? Да, ну, приложу там. Оказывается, бывает, видите, я не знал. Вроде как ресурсом. Но если ему 60 лет, с ним охотился, соответственно, батя, ты, то есть настрел на нем, Андрю, как ты думаешь, какой? Ну, даже боюсь предположить. Ну, не знаю даже, не могу сказать. Я вообще выстрелов не считаю. Ну, зря. Ну, ладно. Ну, думаю, 1008 может быть и есть. 1008. Ну, потому что я стреляю как меня батя научил.
не палить никогда просто так. Ага. Я стараюсь напускать дичь, делать верный выстрел, не брать плотностью огня. Поэтому на охоте с него стреляно не так, скажем, много, ну, больше по тарелкам. Ну вот, Там кстати, Андрюх, моя рекомендация тебе, я вот специально же, я же новое купил ружье, ну, оно 94 года, но новое, мой Ишта 39. Я специально записываю, то есть после каждой нашей тренировки, после соревнований я прям веду. То есть у меня сейчас 1070 на нем всего, уже открываться стало лучше, поэтому первое соревнование я его просто... Я к концу соревнований уже просто, у меня уже ничего не надо, я его выкинуть хочу просто, и, ребята, и все, я домой, блядь. Ну, не притерлось еще. Да, сейчас уже все, то есть потихонечку. Но на моем, на том, вроде как завод говорит 30 тысяч выстрелов. Если мы берем, что это охотничьи, обычно в наших охотничьих ружьях, да, это можно бесконечно их перечислять, 10 тысяч выстрелов. По паспорту заявленного вот, уже так 10 же. тысяч выстрелов, Вот. да. Стандартная ситуация. Мушку, смотрю, ты не убрал? Нет, ничего не убрал. Она мне не мешает, мне с ней удобно. Ну вот, видишь как, да. Тут дело привычки, антапки, соответственно, тебе тоже нужны тоже для нужны, охоты. да. Вот я, конечно, у меня нет антабок, кстати. Да. Димон, у тебя тоже нет на 233? Напаял? Эх, засранец, испортил, блядь, ружье. Ну да ладно, я с МР одностолки свои антапки снял. Гремят, нервируют меня. Ну, на охоту будет, я их обратно, опять же, вкручу, потому что удобно, да. понятно, чтобы таскать его на себе, что ли. Так, стволы, кстати, я посмотрел. Там 2 раковины, что ли, получается? В каждом стволе по одной раковине. Да, Но причем эти- интересно, обе с этой стороны. Да, справа. Справа почему-то. Но это я хочу сказать, вот эти все косяки от первого хозяина. Ну, это Значит, да, по это стволам старое. Вот это вот прожжено было у костра, это у меня уже батя бокситкой заливал. Ага, Здесь тоже бокситкой залит. ага. И вот здесь по дереву тоже вот здесь треснутые. Вот здесь у меня под пленкой у меня вставлен штифт деревянный. Ага. И запилен вот этой же накаткой. То бишь визуально его особо не видно. Ага. Но у бати здесь по жизни всегда была изолента. Угу. Ну я сделал просто пленку, чтобы Ага. как бы красивее вроде. Ага. И все. А остальные, значит, еще от времени, короче, тоже это выработка. Ага. Значит, вот эта как собачка, Ага. которая открывается, Ну, она, рычаг, да, да, назовем. она должна быть или посередине, или не доходить Мгм. в середину. У меня заходило за середину. Это значит Мгм. выработка ружья. Выработка, да. И у меня вот здесь вот поменен штифт. Угу. Собачка встала на свое место. Угу. Это все, как бы сказать, Угу. дело рук времени. Да, тут просто и дерево уже тут вот, ну, поменяешь потом, господи, тут эти приклады. Кстати, вот этот приклады вот я люблю, у меня на МР-18 вот такого плана, обычный приклад, класс. Мне так нравится с ним, ну-ка я Ну, попробую. оно в скиле очень прикладистое. Мне тоже нравится с него охотиться. Слушай, знаешь, что интересно? Вот я сейчас свой приклад же отдал на переделку, Андрюх, потому что у меня щека вот так лежала. Ну не могу, у меня шеи же нету, штанги же нету шеи. Прикинь, в твоем смотри, ровно середина глаза. Представляешь? Классно. То есть для среднестатистического охотника. да, охотника как раз. Ну понятно, у меня, видать, спортивное делали, тоже, чтобы люди переделывали, наверное, что ли, не знаю. То есть мне пришлось сейчас его вот так отпиливать. Ну там, махинации. Класс. Ребят, надо понимать, что это видео мы, опять же, мы снимаем для вашего и нашего кругозора. Не более того, потому что наши оружие прекрасны, я их фанат и любитель. Еще, кстати, что заметим, узкая планочка. Как, по-моему, я не помню, читал я, сколько она, ну, меньше сантиметра, то есть то ли Меньше. 0,7 там Да, она. где-то Да, где-то как в Миллиметров 27-х, 7 наверное, как в где-то, 27-х ижах, да. Потому что на наших, Диман, у тебя тоже, да, широкая? Да, и у меня, у меня 1,4 аж. То есть у меня вообще она широченная, это как на беретах. Вот. Ну вот я посмотрел много видео, и как один из недостаток данного ружья, значит, люди говорят, ну, опять же, не все. Кому-то это, вот мне, допустим, это не мешает. Ага. Что планка имеет нисходящий профиль, то бишь она здесь тоньше, Ага. а здесь толще. Ага. И вот, как говорят, вроде не особо А-а-а. удобно с нее. Ну, я не знаю, Кстати. мне это вообще не мешает. Я только внимание обратил. Но за счет чего? Понятно, здесь патроник, здесь вынуждены Да. были расширять стволы. Понятно. Слушай, прикольно. На Димамском потом посмотрим. Я на своем... Не, у меня, по-моему, у меня мост там крымский идет. Слушай, прикольно. Этот родной был? Нет, не родной. Значит, родной тут идет такой же вот текстолит, и вот Затыльник. такого ага. же цвета. Ну все, ага, Байкал. понял. Ага. Просто у меня руки длиннее, чем у бати, поэтому я себе поставил вот этот затыльник. Ага. А мне, Чтобы видать, как увеличить. раз бы тоже без него лучше было. Рост небольшой у меня.
У нас просто был еще ружье ИС-63, Ага. которое покупали мне. Тогда с Ага. вертикалками напряг был, вот оно у меня было 92-го года. Ага. Я его взял, оно короче, и мы Ага. сразу с батей поменялись. Я уже конкретно оформил это на себя, а он то на себя. Угу. Понял, прикольно. Вот. Так, ты с него чем-нибудь мощным пробовал стрелять? Пулей. Пулей. Полево там Я какое-то. с него не стрелял, но батя у него, так как было у него одно ружье, он с ним ходил и на копытных. Он с него с получок стрелял также пулей. Угу. В основном пуля, я не знаю, как она правильно называется, вот такая рюмочка, как песочные часы. Полево, Латунь. наверное. Ну, может быть. А, Ленинградка, да. 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 Ну, значит, Да. ленинградка. Вот она, значит, цельно точенная из латуни, подкалиберная, в контейнере. Да, это Вот да, мне да, батя да, говорил, Ленинградка. вот с него, с этой пули, вот он копытных брал, говорит, очень хорошая пуля, то, что она не боится веток, Мгм. она не рикошетит О, от них класс. и ломает кость хорошо. Класс. Так, потому что она не свинцовая, она мало деформируется, она жесткая, Мгм. латунная. Вот. Нам там за кадром говорят, с 30 метров лося прошибает насквозь. И что неудивительно, я стрелял вот по таким чурбанам пули Полева. В щепки вообще. Поэтому, ребят, я всегда сторонник гладких калибров, особенно вот для самообороны и для охоты. Потому что, во-первых, с нарезного надо стрелять уметь, что у нас, к сожалению, в стране умеют очень малое количество людей. Да? Мы часто слышим, что Сорсис и Лобаева ребята там стреляют на 300 метров, и еще и прицелы покупают за несколько миллионов для этого. Ребята, ну че, серьезно? То это вот все берет. Мы, кстати, не сказали, нижний у нас, по-моему, получок, верхний чок, да? Точно так, классическая. Класс. Так, длина стволов, по-моему, 720. 730. 730. Да, Ага. 730. Так, а у меня? Ну, у меня чуть 700, у меня 750, там разница-то. Потому что, если не обращал внимания, спортсмены некоторые стреляют, у них 810-е стволы. Мгм. То есть это как-то, по их мнению, там супер дробь как-то там закручивается. Ну, Особенности стволов данного ружья. Ага. Если вот, значит, в современных ружьях сверловка ружья идет цилиндрическая, и сужение стволов начинается, ну, там, на любое сужение, там, на чок, на получок, Ага. там, или с какого-то расстояния, или, может быть, цилиндр целиком, а именно вот эти чоки являются сужением. ну да. То здесь, значит, у ружья идет постоянное сужение стволов, начиная Ух ты. от патронника. Вот это я не знал. Вот это особенность. Да. Это круто. Значит, у него начинается вот патронник, и сужение плавно идет к выходу ствола, за счет чего обеспечивается кучность и резкость боя. Мгм. Значит, резкость боя почему обеспечивается? Значит, когда у нас происходит здесь взрыв, Мгм. дробь начинает движется по стволу, значит, как бы должно увеличение происходить объема при движении дроби к срезу ствола. Мгм. Но за счет того, что стволы сужаются, объем остается постоянным. Мгм. И то бишь сила вылета снопа дробового на срезе ствола равна силе вот при взрыве. Класс. Вот. И опять же, дробины, когда идут, они плавно перестраиваются, то бишь менее подвержены деформации, и уже вылетая из ствола, сохраняют свою траекторию. Этим обеспечивается кучность боя. Шикарно. Вот так. Вот это я не знал. Вот это интересная особенность. Могли делать-то у нас. Использовалось это ружье даже так же, как и спортивное. Вот в 1966 году Олдержиш, чехословацкий Олдержиш Поклоп, значит, занял. Господи, что за имена у них? Вот такой вот он чех, Ага. невыговариваемый. Ага. Значит, на соревнованиях в Чехословакии международных взял большой приз Праги, Мгм. стреляя с ружья ИЖ-12. Вот. Молодец. Вот такая справка. Да, ну это к тому, что да, в ружье, если оно исправно и нормально функционирует, да, скажем, усредненно, все-таки человек, наверное, большую часть, как сказать, вот я сейчас объясню. В снайперке там три вещи. Это хороший ствол, ну хорошее, да, оружие, скажем так, хороший боеприпас, без него вообще никак, Ну да. и ты. То есть две, может быть, хорошие, а ты как бы, ну, мертвый, блядь, вон я их смотрю, там они стреляют на 600 метров вот с таким прицелом, вот с такого оружия, ребята, блядь. То здесь все-таки большую часть, потому что Олега нашего, да, Слобожан любим вспомнить, он со всего чего угодно Да. попадает. Как бы, что говорит о том, ребята, что тут все-таки, если цилиндр нормальный, все нормально, ты взял, тебе удобно, то ты попадаешь.
То есть такая усредненная вещь для охоты, скажем так. Данное ружье, оно выпускалось с 1962 года по 1974 год. Ага, 12 Значит, лет. Ага. 12 лет. На протяжении этих 12 лет было выпущено 311 тысяч. Да, точно, я читал уже тоже про это. Ну, то есть не так много, 633 единицы, Не так из много. которых 129 тысяч ушли за границу на экспорт. Мгм. Что говорит о том, что наши ружья в то время очень ценились во всем мире, не только у нас в стране. Да, да. Ну, металл хороший, а что тут больно? Тут ломаться нечему. УСМ тоже обычно. Да. Ага. И еще по стволам, что вот, значит, прототип этого ружья был ИШ-59 «Спутник». Мгм. Значит, у него какая особенность в стволах была? Вот здесь спайка, планка идет, Мгм. сплошной, Ага. а там была муфтами. О, Вот так прикольно, вот. я Да. его, кстати, еще не видел тоже. Вот. Прикольно, я Оно обычно именно снимал. для спортинга, Класс. как был под спортинг заточено. Вот. Но у него был один косяк. Ага. То, что стволы крестили. Это когда верхний ствол бьет очень низко, Ага. а нижний ствол бьет очень высоко. Ага. И из-за этого вот в 1962 году стали выпускать вот это ружье с продольной сплошной планкой. Мгм. Стволы, значит, еще особенностью этих стволов то, что они ценятся очень качеством спайки. Мгм. Значит, здесь присутствует... Кстати, да. Здесь Серебряный, да, что-то? Да, Ага. серебряный припой. Мгм. Для того, чтобы не было воздействия температур при Ага. выстреле, допустим, когда много стреляешь, то чтобы долговечность и прочность спайки. Кстати, Ну, да, мы не обратили на это Да, внимание, как бы но 68 шикарно года всё. ружье, здесь вот никаких косяков, ничего нету по спайке. Кстати, мы можем все это подвести ребятам сказать, да, потому что по новому закону, если это вы только первое свое ружье покупаете, вы можете купить либо либо двухзарядное ружье. Да. Если в комиссионках увидите вот такое ружье, спокойно, смело его берите. Но единственное, все-таки лучше, конечно, с собой кого-то взять, Ну да. чтобы не купить дрова, потому что все ухаживают по-разному, и там может быть уже не ружье. Стволы понятно, если там дырок сквозных нету, то оно стрелять будет, понятно. Но у вас может УСМ развалиться, приклад, да что угодно может быть, надо Да, смотреть. Да, да. Потому что я вот что Сайгу купил 2001 года, у меня 0 выстрелов было. Что 39-й иш свой 0 выстрелов был. Но и МРК я новый покупал, и помпа у меня 133 МРК, она тоже что-то какого-то года. Я на ней 35 тысяч настрелял уже. Мне недавно, сейчас скажем, один чувак в комментариях пишет, с Олегом-то вот видео выпускали про МЦшки. Да ладно, говно ваши все эти, типа, откуда ты за границей там, по-русски, причем иммигрант видел. Все это говно, не говно, там 10 тысяч, там что-то он про это писал. ИШ-18 они были до МР-18. Да я там Ну да. 2000 выстрелов настрелял, но развалилось. Я ему говорю, ну, дорогой, блядь, ты человек, в кавычках, естественно, дорогой. У меня вот на это однозарядки, а сейчас примерно 10 тысяч, может быть, к 11. Все эти разы я закрываю вот так, по-ковбойски, и оно работает. Ствол идеальный, ничего, я с него стрелял и магнумами, и полево, и над Ленинградкой. Вот просто вот супер магнумами, вообще ничего. Оно вот так его берешь, оно идеальное. Я его еще полирую, моя ковбойская тема, вот эта одностволка любимая, она маленькая, такая аккуратненькая. Это, можно честно сказать, самое любимое ружье. Здесь, да, в УСМ Интерсептор был применен. Интерсепторы применены, это значит такое устройство, которое предохраняет от случайного выстрела при падении ружья. Да. Значит, если там курок срывается с боевого взвода, а на спусковой крючок не нажимаете, там упало ружье или стукнули нечаянно, то выстрел не произойдет. Кстати, Такой да. вообще производился интерсепторы вообще на ружьях премиум класса. А На это, МЦшках, значит, например, начали да. ставить уже на обычных рядовых ружьях. Вот. Вот. Ну, ребят, имейте в виду, что, да, говорю, любое советское ружье, просто возьмите кого-то, кто шарит. Чтобы посмотрели, и все это стреляет, и летит, и я уже сам, я столько тысяч уже просто настрелял с наших ружей, это моя принципиальная позиция. Блядь. Мне, надеюсь, доплачивать они когда-нибудь будут. Но вряд ли. 3,390. Оно, кстати, так и заявлено, от 3,300 до 3,600, в зависимости от комплектации. Ну, то есть, опять же, стандартно, ничего нового. Хочу сказать, что они все красивые. Я вот сколько на них смотрю, при том, что я раньше к вертикалкам, если честно, относился, ну так, ну новая. Понятно, ковбойская тема — это горизонталка.
еще и курковая, желательно, как тозики наши, то сейчас я как-то в спортинг стал стрелять, я, конечно, проникся к вертикалке, и становится реально понятно, почему им все-таки предпочтение отдается, а не горизонталкам, потому что ты видишь по-другому. У тебя вот эта планка, и как бы ты даже не должен думать, что у тебя два ствола, вот как будто двухзарядный ствол. Все, стреляешь. И в вертикалке вот мне еще хват под левую руку нравится, более ухватистый. Ну да. Ну, у тебя, видишь, он, кстати, еще чем отличается охотничья от спортивного, не очень широкое цевье. Вот оно. У нас потому что оно прям вот пошире. Вот так вот. То есть, хотя здесь тоже, повторюсь, вот оно. Прям, ну, класс, класс. Шикарно. Откроем, кстати, ружье, да, все-таки съемки ведем, чтобы люди все видели, что все безопасно. Так, сейчас постреляем, как я обычно это делаю, там 5-6 выстрелов, не больше. Ну и, в принципе, будем завершаться, подводить итоги. Да. Поехали. Так, ребят, как оказалось, у нас тут есть с собой машинка. Дим, твоя? Общая. И мы сейчас с этого ружьишка замечательного, с ИЖ-12, попробуем стрельнуть по тарелочке. Ну, точнее, не попробуем, а стрельнем. Короче, делаем экшен в кадре. Пожалуйста, Андрей. Как говорится, к выполнению упражнения приступить. Ой, чуть не упал. Дай. О, отлично. О, кстати, мы не сказали, давайте сразу по ходу. Инжекторов-то нету? Или есть? Нет. Нету. Здесь экстрактор, Здесь который просто просто экстрактор. помогает вынуть гильзу. Ага. Всё. Ну я, видишь, я не почитал, если они с инжекторами, я не читал-то? Нет. По-моему, Их нету, нет. да, нету. Автоматические предохранители, и то пошли не у всех, а с конца 60-х годов. Ага. Уберем сразу, да? Вот так А убираем? он сейчас встанет все равно. А он все равно встанет. На Это предохранитель. прекрасно. И будет стоять, Да. как положено. Пойду за боеприпасом. Ага. Я сейчас сразу почувствовал, что 28 грамм, вообще отдачи нет. Да. Да и звука заметил, мы не Да. оглохли, ничего абсолютно. Я потому что я же 32 грамма Ну, стреляю. понятно. Оп! Не попал. Бывает. Не попал. Ну, как говорится, я страшного? не Олег Слобожанов со всех ружей попадать. Попробуем еще раз. Ты снимаешь, Жень? Да. Меня? Да. Ну, давай. Так. Оп. Вот так вот. А еще спортингист называется. Да, это как раз Сибирь. Так, ребята, пожалуйста, в кадр, Жень. После 3 выстрелов. Да, 6 получается, да? Ну, в каждом стволе по 3 каждом выстрела. по 3, да. Видно, Жень? Кошмар этот. Давай вот так на небо. Вот так, ребята, обратите внимание, какой порох мы производим. После этого чистишь, да, ружье, вот так вот я его чищу. И там такая кучка высыпается, да. Зажигалкой дожигаю. Вот такая прям. Ну, прикольно. Мы, кстати, в Ловчем забыли сказать, что в городе Тольятти, ссылочки все в описании. Ребят, по промокоду Борода у вас есть скидка в 5% на любой музыкальный инструмент. В магазине «Гитарная лавка» Самара, Москва. Также есть доставка. Ссылочки все, контакты все в описании. Так, итоги у нас таковы. Классно. Отдачи никакой. Все работает, все, ё-моё. Порох у нас итоги. Не будем говорить какой. Ну, да. Да, я не попал из двух ни одну. Из 4 выстрелов, соответственно, ни одну тарелку не попал. Ну, тут, как говорится, надо привыкать. Дело-то житейское. Да, Не каждому последний ружью. раз стреляем. Да. Вот. У меня как-то вот мое как-то я по-другому. Да, ружье тем более не твое. Да, но мне было очень удобно, хочу сказать. То есть я думаю, если я к нему привык, там 100 выстрелов хотя бы, то все К пошло нему как быстро надо. привыкаешь. Вот. А то я что, первый раз же, получается, с него. Ну, класс. Андрей, у тебя что-то добавить, убавить есть? Да, ну нет, так, все в принципе рассказали. Ага. Вот. Все, в принципе, рассказали. Да. Спасибо. Все.